Мы пришли на кладбище. Вам интересно, что там? Пока не очень получается. Я боюсь, это не влезет к нам в машину. Всем привет, с вами канал Деревня на связи, и это замечательная новость. Всем здравствуйте. Деревня Стайл. Друзья, мы приехали на машине, машину оставили там и идем, потому что здесь очень грязно. Я такая наивная, думала, сейчас я с тележкой покачу, но тележку мне приходится нести. Это, конечно, еще особое такое. В следующий раз мы еще приедем сюда, когда будет так грязно. Я тогда возьму рюкзак большой уже на этот раз. 100-литровый у меня есть походный. Птички поют, шикардос. Идем. Где-то еще снег лежит. Когда едешь на машине, никогда не видишь, что вокруг тебя. Потому что едешь, смотришь вперед. Сейчас мы пойдем смотреть, что там в том доме. Идем. Дом прошлого века. Вам интересно, что там? Мне тоже интересно. Вау! Господи Боже! Блин, так круто, Свет, да? Смотрите, тут кто-то... Матвей, не трогай, пожалуйста. Счетчик? А почему он новый? Это кухня, по-моему, была. Слушай, такие прикольные окна. Смотрите, обвалилось. Не, закрыли окна. Свет, трещина. Свет, доски. Свет, благи. Можно отсюда забрать? Зеркало. Знаете, какое зеркало? Интересно, это дерево или что, не пойму. Не, железо, что ли? Не пойму. Пошли. Вы вышли уже, да? Смотрите, вот тут, ты посвети у меня, вот тут что-то. Свет, смотри, деревья. Может, доски, я могу же отсюда забрать? Вот доски. Там что-то есть, можно мне заснять? Смотри. Я на камеру. Что там? Смотри. Ну тут давно кого-то не было. Видишь, дрова лежат. Тут бабулечка жила. Но она уже не живет. Матвей, что за слова? Умерла. Что тут? Смотрите, ребят, мне кажется, тут бомбили, да? Слушай, ну я думаю, она... Смотри, вот это, она не против была бы, если бы я взяла у нее эти доски. Да, тут все обвалилось. Дай посмотрю. Я и говорю, и камни можно взять. Ребята, Ну так-то, если что. есть возможность. Ну сейчас-то мы ничего не возьмем. Пошлите. Ну, чтобы... Короче, мы идем дальше, продолжаем идти до деревни. Может, бомжики живут? Нет, там никто не живет. И видно, что дрова брошенные, и никто уже их не трогал, да? Брошенные. Все, мы пошли. Пошли дальше. Наша дорога в деревню к нам пролегает через кладбище. Так всегда раньше в деревнях. Света, а где мне оставить телегу-то, я не пойму. Ой. Света. Это Светина деревня, и здесь похоронены ее родственники. Боже. Мы идем на кладбище. Вот мы тут пришли, дерево тут упало. Я сбрасываю. Зачем? Куда? Мы идем, мы не будем стоять. Блин, я устал затащить тут. Ну, Рома, у мамы еще больше. Мам, потащишь немного? Подушку, ладно. Ага. Мы всегда боялись сюда зайти.
Вялечка, не знаю. Дата рождения 43-й год. Во время войны человек родился. Тоже 43-й год. Ну, тут вот 27-й год, 30-й рождения год. Я там смотрела, 36-й. Это молодой, 52-й год рождения. Люди сюда ездят на кладбище. Местные и не местные. Кто-то выходцы все из деревень. Здесь потом считают уже свое. Ну, наверное, из Епифании. Но большое такое. Я думала, прямо оно маленькое. Нет, большое. Огромное. И все тут, знаешь, в деревьях так. Летом вообще страшно. Тут все в листве. Ничего не видно. Вот беззаботное существо мое. Вот тут, смотрю, тоже дерево упало. Такая могила необычная. Но на ней уже и нету даже ни фотографий, ничего. Вот такая. Ну, такая похожа, как будто бы что-то солдатское. Странно, она прям сделана так, чтобы никто, наверное, не смог ее развандалить. Вот, представляете, 1914 год. Могила. О, вот это да. Смотрите. Строкина Татьяна Митрофановна, 1898 год. От детей и внуков до 1970. 80 лет. Человек. Век должен жить человек. Вот травка зеленая растет уже. Колючка. Пока еще. Не понятно. Вот мы идем. Иди домой, иди. Я еле дотащила, вот моя телега. Забирай сумку. Пошли. Не достанем. Иди сюда, пошли, выходи. Вот лед там еще на этом водоемчике. А тут растаяло, смотри. Упала-то. Ага. Не надо было туда лезть. Матвей, иди сюда. Мы приехали, пошли домой. Дома околели, я замерзла очень. Вот пришла сейчас здесь хоть до чай допить. У нас дома он настолько остыл, что я когда дышу, чувствую, вижу, как пар выходит изо рта. На улице теплее, чем в доме. Здесь хорошо. Сейчас буду отогреваться, а потом костер. Попью чай и буду костер потом разжигать. Классно, тишина. Я слышу, как ветер шумит в ветвях. Здорово. Настало время фоток. 1, 2, 3. А потом пришла Света с Матвеем, и мы пили чай. 1, 2, 3, 4, 5. Там все разжечь костер. Пока не очень получается. Пока не очень. Гаснет постоянно.
время гаснет. Матвей собирает дрова в тележку. Вот, да. Но это такое большое, мы разве сможем такое? Очень большой. Я, кстати, хотела сказать, как вам мой забор, который пережил зиму, который я сделала из веток, 0 рублей. Я потом поближе его здесь вставлю. Да куда он такой большой? Зачем он? Конечно. Возможно, это последний ролик такой бесцветный. Скоро зелень возьмет свое и будет пробиваться все кругом. Будет ярко, зеленое, сочное. Хотелось бы успеть до того, как все зазеленеет, выгребсти всю листву, укрепить забор, потому что там я видела напиленные всякие такие вот палки и ветки. Но пока все видно, нужно сделать опил всевозможные. Сейчас вообще очень хорошо все заметно. Пили не хочу. Я долго это все собирал. Мама сказала, молодец. Ну и дома разбираться, естественно. Там вообще конь не валялся. Какой-то сарай. Глазами я бы все переделала, только не на все хватает времени, сил и средств. Единственное, вот, что меня утешает, это результат, контраст. Получается, 2 года уже я здесь на этом участке. Первый год я считаю, что как будто бы не было его, потому что такой он был. Только к концу лета мы уже определились с покупкой участка. Первый год такой, как это называется, тренировочный. Но в прошлом году, получается, первый год был. И вот за этот первый год очень большой контраст с участком до того, как я здесь первый раз оказалась. Конечно, хвастаться особо нечем. Особенно если сравнивать всегда с какими-то другими результатами у других блогеров, то у меня вообще практически нет никаких результатов, но я одна. Гончик палку грызет мою. Он еще думает. Финансовых вложений по минимум, их нет практически, ну, сюда на дом мало очень. Поэтому своими силами и своими средствами пока так. То есть крутимся как можем. В любом случае, я понимаю о том, что Матвей знакомится с инструментами, видит и пробует все делать сам. И очень надеюсь, что он тоже дальше продолжит наше дело. Он очень любит тоже деревню. Я его тоже сюда, получается, втянула в эту большую авантюру. Как не мог дождаться, когда мы поедем уже наконец в деревню. Вот мы приехали, здорово кайфуем. Но вот меня с домом, конечно, беспокоит вот это вот не особо комфортное, то, что холодно там постоянно и сыро. На первом этаже, на втором этаже более-менее нормально. Но есть, конечно, нюансы, да, но мы с ними боремся. Благодаря роликам можно увидеть через много лет, как здесь все менялось, как было и как станет. Пока земля влажная, мы решили вот эти кочки разбить. И оказалось там, конечно же, муравейники. Насколько мы любим природу, стараемся гуманно к этому всему живому относиться. Но на нашем участке они нам все-таки мешали, они вредители. И кусаются, мы их вывезли все за пределы нашего участка. Каждый год мы, конечно же, докупаем какие-нибудь инструменты. В этом году мне бы очень хотелось, чтобы у нас появилась лестница-кудесница, которая стоит на маркетплейсах 10 тысяч рублей, которая складывается и буквы П, и буквы Л, и буквы Г, которая нам бы очень помогла. Очень надеюсь, что она у нас появится в этом сезоне, потому что я все же таки хочу там много чего делать по ремонту, и там все это очень высоко, и мне кажется, что без нее я просто совершенно никак не справлюсь. Вот я словила недавно инсайт о том, что мне очень не хватает этой лестницы, и мои большие затыки в работе на высоте именно отсутствие вот этой лестницы крепкой. Сегодня не день костра, он не горит. Да. Может, все-таки
бобрики, поможешь мне наискать камешек? С ножом ты опасно выглядишь. Работать некогда, только все чаепитие да гости. Сейчас вот собрали манатки, идем в гости теперь. Собака бывает кусачий. Собака. Бывает кусачий, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Гости. Гости. Всем привет, с вами я, Матвей, на канале Деревня на связи. И сегодня я хочу рассказать о бобриках, которые находятся в этом месте. Смотрите, вон там, например, есть заброшка, одна из 100. Там находится река. Там еще есть плотина и причал. И просто, прикиньте, там такое огромное дерево сожрали бобрики. Причал торпедных катеров. Пошли. Торпедных бобриков. Они там вот так вот умываются, наверное. И когда они вот так вот захотят плавать, просто так вот ныряют и все. Эти бобрики. Боже, Света, Торпобомбики. как тяжело с этой сумкой. Ребят, мы сегодня без машины, тут, потому что у нас машина тут не проезжает так, в наших дебрях в такое время года. Когда-то здесь была вот реально, представляете, как круто, деревня и прям рядом река. А сейчас просто она уже какие-то бобры запрудили, там что-то, плотину настроили. Вот. Теперь нету у нас. Помните, я раньше, когда был старый забор, Света пролезала. Надо спросить у Светы. Ну и что ручеек, что в нем купаться, что ли, нельзя? Конечно, нельзя. Почему? Открывай. Там сильно. Меня это не пугает. Оба. Мы пришли. Матвей, ну а ты это как так вообще, а? Матвей! Сынок! Матвей забыл, короче, прям перед лицом у меня закрыл эта дверь. Руки у меня заняты. Это мы к Светусику пришли. Так у нее уютненько вообще. У Светы уютно, и также в каждом любом здесь, который находится в нашей деревне, мне напоминает картины польского художника Яцка Кьерка. Он очень интересно писал, у меня был такой пазл. Класс, Свет, нам тоже надо такой себе прикупить. Водички налил и класс. Вообще. Да. Вот это очень здорово, Свет, нам тоже. Мы вот все время у Светочки все подсмотрим, а потом... Надо купить такой сделать. А что это, Свет, чтобы не росло ничего или что? Да? И тебе тут ничего не будет расти? А если, например, песком засыпать? Да. Да? Света, давай еще воды. Мы любим бывать у нашей Светы в гостях. Очень душевно всегда. Очень такой бальзам на душу, когда общаюсь с ней. Мы ее любим. Дай Бог здоровья тебе, Света. Да с той стороны пихни. Нет, Света, что с тобой? Света, что с тобой? То меня у тебя тут оса пырнула, то теперь хвост идет. Матвей, отойди, можно возле лица, я что сказала? Это дело не в этом, не страшно, это небезопасно. Ну и в общем, я смотрела интервью с Ларисой Голубкиной, помнишь, которая играла в фильме «Гусарская баллада»? Ну, жена Андрея Миронова. Ну, что, не помню. Ну, какая красивая, светленькая такая. Красивая. Ну, и 85 лет уже, и она ушла из жизни. И в интервью, да, она сказала, что не завидуйте мне, что вы моложе меня. Жизнь так скоротечна. Вы не успеете оглянуться. Это я, кстати, поймала себя тоже на этой мысли. Да, то есть, понимаешь, как? Ну, Свет, ну я-то сейчас это уже чувствую. Насчет... Это сейчас Нет, это какой-то... Это от ветки.
То есть она мне в ногу вонзилась. Это Посмотри, либо какая от она малины, острая. я Попробуй. поняла. Света, мам, Давай, я, спасибо. короче, знаете, чего боюсь? Я боюсь стоматологов, ос и, ну, Свет, я это поняла. боязнь темноты. Короче, меня убил стоматолог с пчелами и в темноте. Ты все это воедино соедини. Или пчела огромная, мутант пчела из Чернобыля. А может, это была пчела-стоматолог? Мам, Ты понимаешь? мама, я хочу Ничего, еще. не обращай внимания. Просто иди туда. Я, короче, хочу вот это вот еще, но я боюсь, что у меня сахар очень сильный. Тогда не надо. Ты же, это как с играми. Ты же знаешь, что потом, хотел завтра, другого ты будешь ответа еще. от Нет, тебя. просто он наконец-то до него дошло, что если лимиты заканчиваются, что он себя успокаивает тем, что завтра будет еще. Так же и здесь. Тут немного сахара. Какая разница, это булка. Больше полстакана. Ну, а хворост-то получился у меня. Гора. Нет, все равно. Ну, мучное, сладкое. Ну, короче, Свет. Поняла? Да, Свет, а я никому Надо мне надо ценить. совет, конечно. Но я это ощутила на себе, когда я в детстве понимала, например, ну, про кого-то другого там, да, или там, что тебе там столько лет, там, мне еще типа вся жизнь впереди. Да. Да. Сейчас я уже, ну, как бы по другую сторону, я понимаю, да, ну, там, дети, Что это некоторые быстро? говорят, да, там, что-то. Со мной же подростки тоже общаются, может быть, я некоторые, где-то я считываю вот это поле, где-то есть такое, что они себя считают, что у них все еще впереди, там. Катя, когда начало жизни, это вообще совсем другое ощущение. Ну, так И когда середина жизни, понимаешь, не надо, Матвей, мне неприятно. уже нету у тебя как бы в начале жизни понимания того, что ты подготовился. Это другое понимание выходит. Да, согласна. А сейчас Все, всё и по-другому. это мне домой, да? Да, да. Я пошел По гулять. Свете спасибо. Спасибо огромное. Я могу мешок положить? Греем Я ручки. посуду прям Ты посуду тоже, да? ну сейчас это нет. Свет! Ну, колодца. Света! Зачем ты качелю сняла? Зачем качелю сняла? Ну, на зиму. На зиму, смотри, что Ну давай возвращай. Ой, это что за молоточек? Да, хорошо. Веселей дорога. Нельзя снимать. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. А вы знаете такую песню, короче? Одевай-ка шапку-то, чё мы с шапкой? Да. Сидим с бобром. Вдвоем светила ром, точки колен стоим, бобр почему бобер не так офигенный. А ты не слышал всю эту песню? Слышала? Вообще такая прикольная. Она прям настроение поднимает. Матвей, одень шапку. Шапку. Прошу. Одевай. Куда ты решила? Бобр. Ты хочешь взять это с собой как сувенир, что ли? Я боюсь, это не влезет нам в машину. Сувенир, Свет, брось. Точим полено, скажи мне честно, бобер. Сейчас мама придет тогда. Бобер, мне так офигенно. Будь добр, будь добр. Какое счастье, что можно просто видеть и закат, наслаждаться им, замечать вот эти прекрасные моменты, пение птиц. Здорово, спасибо, Боже.
я заберу эти моменты к себе в сердце и там сохраню. Вот остановилась на 2 секунды буквально. Буквально 2 секунды закат снять, такой шикарный. Вам не увидите, эта камера не улавливает такую красоту. Красиво! Я иду, тут просто невозможно. Вот смотрите, какая дорога. Мои уже чесались мои сумки. Вот, далеко-далеко. Посмотрите, что с колеей сейчас покажу. Как вам колея? Что, это реально просто проехать здесь? Я считаю, что нет. И сегодня здесь кто-то, видимо, ехал. Посмотрите, какая кошмар. Я считаю, это просто... Я не знаю, надо внедорожник какой-то, чтобы здесь проезжать. Или трактор. Трактор. А что нет-то? Трактор вообще хорошо. Удобно. Вот эта женщина, она украла нашу сумку. Да? Ходит с нашими сумками. Смотрите, мы пытаемся догнать. Женщина, возьми, это наша сумка! Остановить! Как вы посмели взять чужую вещь? Она мне очень дорогая, она передана мне по наследству. Это мое родовое. Нет! Что за люди? Гонщик фас! Боже! Гонщик фас! Свету фас! Забери нашу сумку! Не смотри, притопила! Я не знаю! Погодите! Силы покидают меня! Фух. Все, я смирилась, забирала на сумку, женщина. Пусть будет во благо. Человек соединился с сумкой, соединился. Все, слезай, слезай. Все, у мамы сумка, у своих. Нет. Отпускай, ну сломаешь. Женщина украдете.